we are thinking that the dog knows that he's guilty. Мы это воспринимаем как то, что собака думает, что она виновата. But I will return to guilty look in a minute because this is something very important. Мы к этому вернемся через минуту, потому что это очень важно. But after a discussion between a human and the dog, Но после дискуссии между человеком и собакой, what the dog is later doing is approaching us and start licking our hands, for instance. что делает собака после этого? Она приближается к нам и начинает вылизывать нам руки, например. And what usually we do, get away, I'm very sad with you. И обычно что мы делаем в этой ситуации? Мы говорим собаке: отстань, я очень обижен на тебя. And the dog starts thinking, what is happening? Because I'm trying to solve our conflict and it's impossible. И собака начинает думать о том, что происходит. Я вообще-то стараюсь решить конфликт, а он не хочет этого делать. And then brings another mistake on concepts, that is dominance. И это имеет свои последствия, например, как доминирование. Because dominance, for us, the dominant is the one that can do everything, while the submissive is the one that let the other do wherever he wants. Потому что мы воспринимаем доминирование как то, например, доминирующая особь, она может делать то, что хочет, а особь, которая подчиняется, она просто позволяет доминантной особи делать то, что ей хочется. But in fact, the dominant is not the more aggressive. The dominant is the more balanced and the one that keep the group balanced. Но фактически доминирующая особь это не та, которая является более агрессивной, а та, которая способна поддерживать вот этот баланс в группе. So dominance, the dominance and aggression is not hand to hand, is not working together. И именно поэтому доминирование и агрессия это разные вещи, это не одно и то же. If for instance, I am the dominant or you are the dominant, if you look at me, I say okay, and I go away. He doesn't need to be aggressive to me. Если я, например, или Гонцало будет доминантной в нашей группе, нам достаточно будет взгляда. Например, я на него посмотрю, и он скажет окей, и отойдет. То есть мне не обязательно проявлять агрессию для того, чтобы показать, что я доминирую. Another important thing is that dominance is not a life status. Life status forever. Dominance is not forever. И вот это доминирование, очень важно это понимать, что оно не длится всегда, это не на всю жизнь. There can be changes in the group during lifetime. Во время жизни могут наступать изменения в группе. And including in the same group, you can have different leaders relating to different sources. Ну и, соответственно, в группе лидеры могут изменяться. For instance, for those that have several dogs, many times you see that the leader relating food is one, but the leader relating the bowl is another one, and the leader relating the owner is a third one. Например, если опять же рассматривать группу собак, которая живет дома, один лидер будет отвечать за еду, он будет доминировать в плане еды, другой будет доминировать в плане, например, борьбы за миску, скажем так, там третий лидер будет доминирующим в взаимодействии с хозяином, и так далее. So we are not speaking of a linear hierarchy as we spoke in the past. Linear hierarchy. То есть мы не говорим о том, что это лидер является единственным во время всей жизни. So we are not anymore asking the owners to be the leader of the pack. This is an incorrect mistake. Мы не просим владельцев быть лидером стаи, это является очень серьезной ошибкой. Because dogs, they need as social, they need to keep the balance, and when we start making
them feel inferior, this can increase behavioral problems. Если мы будем давать понять, что собака стоит выше, чем мы, это может усугублять поведенческие проблемы. So there are some affiliative behaviors, those that are responsible for the maintenance of the group. Есть ряд аффилиативных поведений в группе, которые отвечают за баланс в группе. And here they are, grooming each other, greeting each other, playing each other, sleeping together. Например, примерами такого поведения являются, когда они друг друга вылизывают, например, приветствуют друг друга, играют друг с другом или спят вместе. And the affiliative behaviors can be also shown into other species as well, not only between dogs. И такое поведение может быть не только проявляться между собаками, но и в отношении других видов тоже. Ну, то есть собака может вылизывать льва там, или кошку какую-то, или что-то еще. Dogs can also show affiliative behaviors toward us. И также собаки могут проявлять вот такое поведение в отношении нас с вами. But it really doesn't mean that the dog is looking to us as another dog. It really doesn't matter for the dog, because the dog is not looking to us as another dog. Это не имеет значения, потому что собака, это не значит, что это не имеет значения, потому что собака не смотрит на нас, как на другую собаку. I always say that dogs are very good FBI profilers. Он всегда говорит о том, что собаки являются очень хорошими работниками ФБР. Because they learn very well from our facial expressions everything that we want to transmit. Потому что они запоминают все из нашего выражения лица, и они обучаются всем нашим эмоциям, там, не словам, но они начинают понимать наше настроение, скажем так, в зависимости от нашего выражения лица. If dogs were looking to us as another dog, when we are smiling, we are exposing our teeth, and it will be the same as growling. Если бы они смотрели на нас как на собаку, то при попытке улыбнуться своей собаке, своей перед ней, они бы воспринимали это как рычание и агрессию. But they learn the meaning of smile, and they love to see us smiling because they know that something good will be soon here. Да, и они научились воспринимать улыбку как что-то хорошее, как какой-то положительный момент, и они любят наблюдать за нами, когда мы улыбаемся, потому что они понимают, что происходит что-то хорошее. So they use body postures to communicate, because body postures is something that we can see from a distance. Также они используют различные положения тела, позы, можно сказать, для того, чтобы выражать свои эмоции. Это важно, потому что это можно заметить с дистанции, то есть не обязательно приближаться к собаке. So I am grabbing information from his body posture. И Гонсало может получить информацию, базируясь на моем положении тела. So that means that I'm reading body posture, and his body posture can make me feel comfortable to join or say me to get away. И моя поза, она может сказать Гонсало, что я там готов к коммуникации, или ему лучше держаться подальше. So here we have a relaxed dog, and a relaxed dog, you can see the tail relaxed, the body posture, the weight is balanced by the forelegs. We have a relaxed dog, the ears are relaxed, you do not see facial muscles contracted. Why here, something gets in here, and the dog is not looking alert. Oh, sorry, I forgot. Sorry. Он немного разогнался сейчас потихонечку. Здесь мы видим, что собака расслаблена, у нее не напряжены мимические мышцы, уши опущены, хвост опущен, она полностью расслаблена. And here the dog, something gets in, another dog is approaching, for instance.
И, например, эта собака, ну, к примеру, она видит, что приближается какая-то другая собака. And the dog now is doing a stare, looking to the other. И сейчас собака смотрит на приближающийся объект. You can see the tail position. The tail position is totally horizontal and firm. Обратите внимание на положение хвоста. Он полностью в горизонтальном положении находится, и он напряжен. You can see also the body weight is, it will be different in a few photos more. И можем обратить внимание на распределение веса. Он будет изменяться на следующих фотографиях. And also you can see the facial expression like this. И также отметим, что у собаки есть выражение лица, ну, то есть она напрягла мимические мышцы и свела брови. Here we have the playing dog. It's an invitation to play. На этом слайде представлено поведение собаки, когда она приглашает поиграть. But interestingly, these dogs also use this behavior in stress situations. И что интересно, такое положение тела они используют, применяют в каких-то стрессовых ситуациях. For instance, I am stressed because you are approaching me too much, so I start asking you to play with me. Например, Гонцало может переживать из-за того, что я к нему приближаюсь, и он может начать приглашать меня поиграть, чтобы подружиться, да. Here we see a first phase of a submissive behavior. Здесь мы видим первую фазу повиновения. And once again, remember that this dog, submissive, doesn't mean that we can do whatever we want. Но такое положение тела не значит то, что мы можем делать все, что нам захочется. We can see the tail behind the back legs. The tail Здесь мы видим, что хвост находится между задними ногами. We can see the ears trapped back. Уши отведены назад. We can see the eyes blinking eyes. Собака моргает очень часто. We can see licking. Облизывает губы. And sometimes even licking the opposite mouth. The mouth of the opposite dog. Они могут также начать вылизывать губы другой собаки. We can see paw lift. Приподнята нога. And sometimes they change one to the other. This is a way to calm down and relax. И часто они изменяют вот эти поднятые ноги, то есть одно на другое они переступают. Это путь к решению, разгрузки, скажем так, стресса. Oh, sorry. This is another submissive position. Здесь другая поза повиновения. Where the dog is exposing the genitals and the abdominal area. Здесь собака показывает нам свои гениталии и область живота. Remember, it's similar to the one we saw on the puppies when the mother rolled them over. Она очень похожа на ту позу, когда мать их переворачивает для того, чтобы простимулировать мочеиспускание. So, this is also a way to show that I am very little, so I don't want you to approach too much. Это также является путем, чтобы показать, что собака очень маленькая и лучше не приближайся ко мне, потому что ты слишком большой для меня. And do you know why the tail is behind the legs? Вы знаете, почему хвост находится в таком положении? Any idea? Есть идеи? No? Well, repeat it in Ukrainian before. Да, хвост так находится в таком положении, чтобы защитить гениталии, возможно, от какой-то атаки, скажем так, и
из-за того, что собака просто находится в стрессе. И в позе подчинения хвост находится в таком же положении. It is because it's for protection of the genitals maybe and also due to submission. Okay, the real reason it helps to protect the area. Да, действительно, причиной к этому является защита от какой-то области. However, the most important thing is that in the anal region they have two glands. И более важной причиной является потом так, что они в области анального отверстия, у них есть две железы. That usually we have problems with them because they have impacted and we need to squeeze them. И часто с этими железами случаются проблемы, и их нужно чистить, выдавливать. But those two glands, they also release stress pheromones. И эти железы вырабатывают феромоны стресса. Yeah? So, in stressful situations, they release the anal sacs. В стрессовой ситуации они выпускают секрет этих желез. Leaving stress and alert pheromones in the air. Оставляя феромоны вот этого стресса в окружающем воздухе. So if I put the tail between my legs, it will protect the pheromones to get away. И если хвост будет вот так вот поджат, то это предотвратит распространение этих стрессовых феромонов в окружающий воздух. So it's a way to avoid saying them I'm very stressed. И вот именно это является путем дать понять, что собака находится в стрессе. And does this submissive body postures make sense? И имеют ли эти позы подчинения какой-то смысл? Yes, because this is again a way to say to the other, please do not approach too much from me. Конечно, имеют обязательно. Эти позы, они дают понять нам или какому-то другой собаке, например, чтобы она не приближалась, потому что мне страшно. So usually there are some authors saying dogs are from Mars and owners from Venus. Есть некоторые авторы, которые говорят, что собаки, они на самом деле с Марса, а владельцы с Венеры. And there are many mistakes in our communication. Есть ряд ошибок в связи с этим в нашем общении с собаками. For instance, hugging is something very good for us as human beings. Например, объятия, когда мы друг с другом обнимаемся, это что-то хорошее, это хорошее взаимодействие между людьми. Well, depending on cultures, because there are cultures that too much proximity is that much, so we do shake hands or even nothing. Но это также зависит от культуры общества, потому что в некоторых культурах слишком близкое сокращение дистанции, скажем так, это недопустимо, и они просто дистанционно пожимают руку или стоят в стороне подальше. But usually hugs is a special meaning for us. Но обычно объятие это что-то очень, это что-то значит для нас. But for dogs, hug can be very stressful. Но для собак объятия могут вызывать большой стресс. They can accept a hug from somebody special? Yes, they can. Они могут допускать объятия от кого-то там, делать исключение для каких-то людей. I'm sure that all of us has already hugged our dog. Гонсало уверен, что вы когда-нибудь обнимали свою собаку. But usually, or mostly of them, they get very stressed and confused, and sometimes the only sign that they do when we are hugging is turning the face away. Поскольку это является стрессом для них, они не понимают, что происходит. Обычно реакцией собаки на объятие является то, что она просто отворачивается от нас. So they can accept, but they are not enjoying the moment as we are. Они могут допускать вот эти объятия, но они не наслаждаются моментом, так как это делаем мы в момент объятия.
Because for dogs, as social, when they are in fear situation, is the moment when they are close to each other. Only in stressful moments, okay, only when they are stressed are the moments that they are more close, nearby, approaching each other. Они допускают вот это очень близкое приближение друг к другу только в очень стрессовых ситуациях каких-то. So if there is a strange noise and we are a pack of dogs, oh, and we got all together. Например, если есть какой-то странный шум, где-то слышит группа собак шум, они так обращают на него внимание и начинают сближаться. So when we are going to hug our dog, he is asking, oh, am I going to be killed? И когда мы обнимаем нашу собаку, они думают следующее: меня что, сейчас убьют? Yeah. So once again, we are speaking different language because we are different animals. Именно поэтому мы считаемся разными животными, можно так сказать, которые говорят на разных языках. Here we have a more offensive body posture. Здесь мы можем обратить внимание на атакующую позу. And usually it's more or less the same as happens in humans as well. Она очень похожа на такое же положение у людей. So if once again, if the two of us start arguing, например, если мы начнем ругаться с Гонсало, what usually the men do? что обычно делают люди? Squeeze the tummy and put the pets away to show that I'm bigger than him. I'm not. Yeah? Человек начинает надуваться, да, и показывает, что он больше, чем его противник. And that's more or less what this dog is doing. He's putting more weight in the front legs. И примерно то же делают собаки. Они перераспределяют нагрузку, перераспределяют вес на передние конечности. You can see some pilo erection. Можно обратить внимание на то, что шерсть становится дыбом. You can see the tail completely stick. Хвост трубой. Sometimes the tail can shake a bit as well. Иногда он может немножечко трястись. That's why shaking doesn't mean always I'm happy. И поэтому потряхивание хвостом не всегда говорит о том, что собака счастлива. And here we have the ambivalent body posture. И здесь у нас собака, которая стоит в защитной позе. And in this situation, you see a mixture between submissive and offensive positions. И эта поза представляет себя что-то среднее между позой подчинения, повиновения и позой атакующей. At the same time, you see the tail behind the legs. Мы видим, что хвост находится между задними ногами. You can see the ears cracked. Уши отведены назад. But you can also see some pilo erection and growling, for instance. И также можем видеть шерсть дыбом и иногда даже рычание. The majority of fearful dogs, they start presenting this position and then they increase to the other position. Обычно собаки начинают с такой позиции, и потом они ее изменяют в пользу какой-то другой. And when they learn to use the other position, they stop using this one. И когда они обучаются другой позиции, они прекращают использовать вот это. So, giving an example, if my dog growls and I punish him, как пример, представим, что моя собака рычит, и я ее наказываю. my dog learns that he cannot use growling. Собака понимает, что она не должна рычать. So, when in the next opportunity that he has a conflict, instead of growling, he will bite. И в следующей ситуации, когда ей нужно будет порычать, для собаки, она вместо того, чтобы рычать, она начнет сразу кусаться.
So many times we have fearful dogs, Часто мы имеем собак, которые боятся. and in the moment that they came to the behavioral consultation, they are not showing fear anymore. И в момент, когда они приходят на консультацию в отношении своего поведения, они не испытывают страх. Because they learn how to solve their fear in a different way. Потому что они приобрели какие-то навыки, как побороть этот страх какими-то другими путями. So, there are several types of aggression. The offensive and defensive are more related with emotions. Есть несколько видов агрессии, есть оборонительная и атакующая. And multifactorial as well. There are not only one reason for aggression. И также есть мультифакторная агрессия, когда она состоит из сразу нескольких каких-то стимулов. And there is the predatory aggression as well, fortunately very rare. И также есть хищная агрессия, которая, к счастью, встречается очень редко. The predatory behavior has two types of patterns, one in movement and the other just waiting. Хищная агрессия, она может проявляться в виде движения или просто ничего не делания. So there are dogs with this type of aggression that when they see a cat running, they go to hunt the cat or a child. A child. Да, проявляться она может, когда собака, например, видит, что кошка пробегает, она начинает за ней охотиться, и также она может начать охотиться на ребенка. But there are other dogs that have different patterns. И есть другие собаки, у которых такая агрессия проявляется по-другому. They stay waiting for the prey to pass. The prey. So I am a predator, so I catch a prey. И есть другой вариант вот этой агрессии, они ждут, пока добыча пробежит. And what I do is I wait here, and when the prey pass, I catch, shake, and done. Они дожидаются, когда добыча пробежит мимо, они ее схватят, потрясут, и все, на этом все. I said fortunately because this type of aggression is very difficult to solve. Гонсало сказал, что, к счастью, такая агрессия встречается редко, потому что ее очень тяжело с ней бороться. Because this type of aggression is auto-reinforcing. Auto-reinforcing, giving pleasure to himself. Тяжело с ней бороться, потому что собака сама себя удовлетворяет с помощью такой агрессии, и прервать вот этот порочный круг тяжело. Because there is a neurologic pathway in the brain that activates when I'm praying. Потому что есть определенный путь. В голове формируется определенная связь, которая вырабатывает определенный гормон или что-то еще, собака чувствует удовлетворение, и тяжело порвать вот этот вот путь. So here we have two dogs greeting each other. Здесь мы видим двух собак, которые здороваются. And this is something that the dogs should always do. Это то, что собаки должны делать всегда. But usually, and I do not let my dog to greet the others. И мы не позволяем нашей собаке поздороваться с другими. And this is creating frustration and negative association with the other dogs. Это формирует фрустрацию и негативное отношение к другим собакам. And sometimes the very social dogs become reactive to other dogs due to their own owners. И иногда очень социализированные собаки, которые нормально себя ведут, они могут начать себя плохо вести по отношению к другим собакам из-за того, что владельцы делают это постоянно. We spoke about the movement of tails.
Мы говорили о движении хвостом. And there is a study done to see the types of tails movement. Проведено исследование для того, чтобы разобраться в движении хвоста, что они значат. And what the researchers concluded И результатом этого исследования является следующее. was that when the tail is moving more to the left, means a more negative situation or trying to avoid. Если движение хвоста направлено больше в левую сторону, амплитуда направлена в левую сторону, это говорит о более негативном каком-то восприятии или попытке чего-то избежать. While when the tail is moving more to the right, this is a more positive and the dog wants to be approached. И если хвост двигается больше в правую сторону, то это говорит о положительном настрое собаки и готовности ее к взаимодействию. And sometimes they also do circles, but usually the circles can be more to the right or more to the left. И иногда они могут тоже делать кружочки, и кружочки с хвостом могут тоже быть направлены влево или вправо. So how shall we greet a dog? How shall we say hello to a dog? И как нам нужно здороваться с собакой? We are very, very confrontive to dogs. Conflictive when greeting. Да. Собака видит нас как что-то, как источник конфликта, когда мы пытаемся с ним поздороваться. So we love the dog. So the dog is arriving, and we usually say, "Hello, how are you?" И обычно мы очень любим собак, и когда собака приближается, мы начинаем с ней здороваться, там кричать привет, как дела у тебя и все такое. And our body position when we do something like this is like a direct conflict with the dog. И наше положение тела при вот этим попытке поздороваться для собаки означает прямой конфликт. Then we teach to our children to first of all give your hand to the dog to smell it. И то, чему мы обучаем наших детей, в первую очередь нужно дать собаке понюхать нашу руку. So in fact, when we are giving our hand to the dog to smell, И по факту, когда мы даем понюхать собаке нашу руку, it can be a very beautiful hand, это может быть очень красивая рука. but in the dog's perspective can be very serious scissor. Но собака это может видеть как очень большие ножницы. So instead of giving our hand to smell, we should leave our hand dropped and wait the dog to approach us. Вместо того, чтобы протягивать руку собаке, чтобы понюхать, ее нужно опустить и дождаться, пока собака сама подойдет и понюхает ее. Because if the dog is fearful, if we put our hand there, he can bite. Если собака боится, и мы дадим, будет попытка дать ей понюхать нашу руку, она просто ее укусит. If the dog is fearful, we should never look in his eyes as well. Также не следует смотреть прямо в глаза, если собака испытывает стресс. So when I'm seeing a dog, a fearful dog, if he's in front of me, I always look to the back of his body because I can see the whole body as well. И поэтому, когда передо мной стоит собака, я смотрю ей не прямо в глаза, а смотрю на область хвоста. So the other thing that we can do is to help the dog to relax is ourselves calming down. И следующим путем раскрутки ситуации сделать так, чтобы собака меньше стрессовала, мы можем присесть. And when approaching the dog, instead of going in front, we can do a little circle and do a lateral approach. И также напрямую подходить к собаке не нужно, мы можем сделать кружочек и подойти к ней сбоку. So, I don't know about the legislation here. In Portugal is forbidden, but even so, there's some people continuing doing. Гонсало не знает, как обстоит ситуация с
купировкой ушей и хвостов в Украине, но в Португалии это запрещено, и все равно некоторые люди продолжают это делать. The same in Ukraine. But as we saw, taking the ears and the tail away from a dog is like cutting with our tongue. Сделали заключение о том, что вот эта купировка ушей и хвостов, это, если говорить про людей, это то же самое, что отрезать нам язык. Because they need their ears and the tail to communicate. Потому что хвост и уши нужны для коммуникации. So, can do dogs interpret humans? Так могут ли собаки как-то интерпретировать наше поведение? That's what is written, right? Yes. Okay, sorry. Yes, they can. Yes, they can. They can see our emotions. They can see. They can understand our feelings because, as I said, they are FBI profilers. Да, они могут, они все воспринимают, все наши эмоции, движения, радость, грусть, все такое. И, как уже было сказано, они сотрудники ФБР. There is one study showing that, for instance, dogs can see the size of our pupils. Есть одно исследование, которое показало, что собаки могут воспринимать размер нашего зрачка. And this is something that we cannot control. And in stress situations, the adrenaline make our pupils to get bigger. И это вещь, которая не подвластна нашему организму, то есть мы не можем контролировать размер зрачка, и во время стресса в кровь выбрасывается адреналин, и за счет адреналина зрачок расширяется. So they know much better from us than we do from them. И поэтому они знают намного больше про нас, чем мы про них. There is another study that showed that the dogs are more concentrated in our left side of the face. Есть еще одно исследование, которое показало, что собаки могут быть более концентрированы на левой части лица. Pardon me. Our left side of the face is controlled by the right hemisphere from the brain. И левая часть лица наша, она контролируется правым полушарием мозга. That is the emotional part of our brain. Это эмоциональная часть мозга. So when the dog is looking on us, he's trying to grab information from what we are feeling. И когда собака смотрит на нас, она пытается собрать информацию о том, как мы себя чувствуем. What is written there? I will translate directly. Some general signals. You can go on and I will translate it to you. Okay. So, what they are looking for is information in our face that they can grab. Once more. They are looking to grab information from our face and body. Они смотрят на нас, они понимают наши жесты, они собирают всю информацию путем оценки нашего лица и нашего тела. So if we are angry, for instance, we always look like that. Например, когда мы злые, мы сводим брови. So, and this has a specific meaning for the dog. И это имеет специфичное значение для собаки. If we're smiling and relaxed and speaking like babies, they are much happier because they are grabbing or expecting that something good is coming. И когда мы улыбаемся, разговариваем там детским голосом, собака понимает, что происходит что-то хорошее и сейчас произойдет что-то хорошее. So there is a study because of the guilty look. Есть исследования в отношении обвиняющего взгляда. Because most people say that the dog knows that he did something wrong. Потому что поскольку большинство людей считают, что собака может знать о том, что она сделала что-то не так. And this study was done to show that they do not understand that they have done something wrong, but instead they are
interpreting our behavior. И это исследование показало, что они не могут знать, все собаки, что они сделали что-то неправильно, и наоборот, они уже воспринимают по факту наши отношения к той ситуации, которую мы сделали. So this study consisted in two researchers. It's made by two researchers. Yeah. Исследование проведено двумя исследователями. And invited owners with their own dog. Они приглашали владельцев с собакой. And then they got in the room and they said to the owner, your dog cannot eat this special food that I'm going to leave here in the floor. Они сажали владельца с собакой в определенную комнату и говорили, что я сейчас принесу определенную пищу, ну, какой-то корм или что-то еще, и вашей собаке запрещено его есть. So then the researcher invited the owner to leave the room while the dog stayed in the room. И после того, как он when he brought some food here, yes, he took the owners away from this room. No, they left the food in the floor And the dog. and they get away With the owners. with the owners, but the dog stayed inside. Да, и после того, как он принес эту еду, собака оставалась наедине с ней, и они с владельцами покидали комнату. So the dog was left alone with the food, and even if he has eaten or not the food, И в случае, если она ела или не ела эту еду, another researcher came from another door and changed the food, the food bowl by an empty food bowl. So I see, because I'm doing this because I'm thinking about how hard was the research. В этот момент, когда собака оставалась там с едой, другой исследователь заходил в комнату и менял миску, он забирал миску с едой и ставил пустую и выходил. So then the owner got in with the other researcher, and all dogs, those that have eaten and those that didn't eat the food, they always show the guilty look. И вне зависимости от того, ну, после того, как поменяли миску, владельцы с первым исследователем возвращались в комнату, и вне зависимости от того, съела собака поставленную еду или нет, когда миску поменяли, они всегда, владельцы смотрели на них обвинительным взглядом. So in fact, what was happening was the owners, when they got in, they saw the bowl empty, and immediately they start giving expressions to the dog that something wrong is happening. But he didn't knew that he did something wrong. Ну и когда, да, то, что я сказал, владельцы заходили туда, их выражение лица менялось на обвинительное, вот, и собака не понимала, в чем дело, и она не могла понять, что что-то не так. And then there are some breeds more expressive than other breeds. И это исследование также показало, что некоторые породы собак более экспрессивные, чем We select them for that. If you go to see a Labrador, for instance, they are very expressive and you can read them very well. Например, если взять лабрадора, то все знают, что лабрадоры очень коммуникабельные, очень экспрессивные, и всегда можно понять, что он радуется там или что-то еще. While others, for instance, Rottweilers or Rhodesian Ridgebacks, in my opinion, they are more difficult to read, to be written. И, например, если брать ротвейлеров или родезийских риджбеков, то эти собаки более скрытые и тяжелее понять их поведение. Because in fact, they are always looking to us like this. I'm so happy, I'm so sad, I'm going to bite you, I'm going to eat you, and always with the same expression. Это сделать сложно, потому что они всегда с вот таким выражением лица, оно не меняется никогда,
Like Стивен Сигал. Obviously, Они это делают, они с одним выражением лица говорят, я хочу тебя съесть, мне весело, мне грустно и все такое. obviously, when we know very well the breeds and this specific dog, we can read them because there are subtle differences and we can read them. И вот эти вот различия между породами, они очень, их очень тяжело заметить, и поэтому некоторые породы намного сложнее понять, что они хотят от нас и что они нам говорят. So, in this video, you're going to see some faces of guilty faces. So the owner arrived home and he saw something destroyed. It was the kitten's treats, and the owner is going to hold and asking to this dog, was that you? See blinking eyes, blinking eyes. You will see lip licking as well, avoidance. He's asking, was that you? Avoidance, turning the face away. Lip licking. На этом видео обвинитель. And not the Labrador. Обвинительный взгляд двух собак, они что-то натворили. Вот, и владелец просит их, спрашивает у них, это ты сделал, и первые собаки видели, что... See all his expression, blinking eyes, the tail moving, avoidance. He doesn't want confrontation. He's not understanding. But the owner is saying, was that you? Was that you? And he's reading, and he's very expressive. And this poor little one, see, he's now starting to, and some people think that the dog is smiling. So they get more angry, and they shout more with the dog. And now you're smiling to me. And this poor dog, he could have beaten the owner. Обратим внимание, что собаки пытаются избежать вот этот пакетик с лакомством, который они съели. Они облизываются, а эта собака даже ставит зубы. Вот, она показывает то, что ей не нравится, что происходит. Вот, а некоторые владельцы могут думать о том, что эта собака пытается улыбнуться, вот, и продолжают ее ругать. Вот, но собака может покусать вместо того, чтобы радоваться. So as soon as was possible, the dog left the room. И насколько скоро, насколько это было возможно, собака покинула помещение. Well, understanding dogs and cats and our companion animals' behavior is something very important to promote better quality of life and better relation between dogs and ourselves. И в заключение хотелось бы сказать, что понимание поведения животных, его выражений очень важно для того, чтобы улучшить качество жизни и взаимодействие между человеком и собакой. You can find me on Facebook, on Instagram. I'm always happy to have virtual friends, but I always prefer real friends as we are here. Вы можете найти меня в Инстаграме или в Фейсбуке. Я всегда рад новым друзьям в социальных сетях, но я предпочитаю все-таки больше живое общение. But I'm very happy to keep in touch with you, so those interested can add me on Facebook, on Instagram, and we will keep in touch. И я хотел бы продолжать с вами общение. И кого заинтересовала эта информация, можете добавить меня на Фейсбуке для того, чтобы мы могли с вами контактировать. So, I will have another short lecture, but I think that we all deserve a short break. So, I would suggest to do a break, and then for those interested, I will return, be back in, let's say, 15 minutes. Yeah? 15 minutes. So, those interested, I will restart in 15 minutes more. Мы заслужили на небольшой брейк. Через 15 минут мы начнем следующую лекцию.